Ну что, Руфус, это почти символично. Выручай свою жену. Занаркотили его сейчас. Возьмем кровь и посмотрим совместимость. Не будем ждать панлейка, не панлейка. Все равно лейкоциты падают, кошка блюет. Будем вливать кровь. Надеюсь, они совместимы. Руфус отожрался. Конечно, много крови он не даст дать. Просто пришлось занаркотить. У меня последний месяц, мягко говоря, не очень легкий. Это была постоянная борьба за жизнь кого-то из кошек. Просто постоянная. Многие заметили, что какое-то настроение у меня не то, что и сторис мало, и все вообще. Но это просто была постоянная борьба. И я не привыкла там жаловаться, что-то еще говорить. Но сейчас достигла эта борьба совсем каких-то, так сказать, вершин непонятных для меня и вообще того, что происходит. Буквально вчера у меня просто резко, ни с того ни с сего, начинается понос у Розы и у Марго. Я, как бы недолго думая, собрала кошек, привезла их в клинику к Маше, чтобы она взяла анализы, посмотрела, что вообще происходит. Ну, естественно, мы поставили им сразу препараты. Препараты поставила сразу, как они пропоносились. Соответственно, приехала еще к Маше, она еще поставила другие. И по анализу показывала, что высокие лейкоциты, то есть воспалительный процесс, что, собственно, вполне себе в норме для поноса, который случается. Вот. И забрала кошек, потому что, прописали лечение, и дальше начала лечить. И она сказала то, чтобы я покормила кошек, как приеду. Я приехала, покормила кошек, Марго поела свою еду, Роза и Мия поели свою еду, это перепелки. Они съели по одной перепелке, и вечером дружно начали блевать. Мия и Роза. Марго, слава богу, нет. У Марго наладился стул после лекарств, все как бы нормально, она ест, тьфу, пока все нормально. Вот, начала блевать, соответственно, у Розы поднялась температура, я ей вколола от температуры, всю ночь на связи был ветеринар, который говорил, что сделать, что посмотреть. И к утру она еще раз блеванула, ну и, соответственно, Мия тоже, причем у них это было буквально с разницей в 5 минут у каждой. Ну и, естественно, Маша сказала собирать их и везти в клинику, потому что, надо смотреть еще. Что дальше делать? Проверять опять кровь, какие изменения за день произошли. Я привезла в клинику, кошек довольно-таки бодрых, да, видно, что у них, их что-то беспокоит, но довольно-таки бодрых. Мы сдали кровь, я уехала, оставила их капать. Мне сразу сказали, что часов 5 их будут капать. Вот, и Маша позвонила мне просто уже в шоке, что пришли результаты крови, а там лейкоциты, мягко говоря, они практически отсутствуют. То есть, если у Мию я не возила, потому что у нее не было проблем до этого, за день до этого я возила Розу, потому что она пропоносилась, у нее были лейкоциты завышенные, что нормально для этого процесса. А сейчас у нее лейкоциты упали. То есть, как при панлейке, которая была, собственно, зимой. Естественно, мы сдали анализы на панлейку, уже на все. Но из-за того, что Роза продолжает блевать, мы берем кровь у Руфуса, потому что влейте кровь, чтобы не упали альбумины дальше, потому что это все дальше будет происходить, чтобы как-то помочь организму бороться. Я не знаю, как это, честно, я боюсь уже получать эти анализы, потому что я не знаю, как пережить это еще раз. Как я уже рассказывала в каком-то видео, почему я даже на улицу не выношу. Я не выносила ни Розу, ни Мию, никого из домашних кошек. Они даже улицы не видели. Более того, что они не видели улицы, они даже в коридор не выходили. У меня в коридоре есть коврики и все специально, чтобы ничего в дом не занести. Сейчас, пока я записывала видео, собственно, я сижу, жду. Я должна поехать за кошками. Потому что, отправила кровь, чтобы посмотрели на совместимость. И жду, чтобы звонка сказать, с кем кровь совместима, потому что кровь взяли у всех котов. Пока что с Руфи выдала, что оно несовместимо. И более того, что они обе выдают аутогаллюцинацию. То, что было у Луны. А им не подходит даже своя кровь. Но сейчас они будут перебирать кровь, будут смотреть, как, что. Может быть, какая-то, что-то поменяется. Я надеюсь, жду звонка, что может не кровь Руфи, что какая-то другая кровь пойдет. Или хотя бы они будут на свою кровь выдавать нормальную реакцию. Я просто буду дальше искать кучу котов, которые просто подойдет им по группе крови. Это будет лучше, чем они не принимают никакую кровь. Им сейчас поднимают лейкоциты, их сейчас капают. Пока что так.
Я сейчас жду опять, чтобы они перебрали кровь и сказали, может, что-то мне другое. Я надеюсь. Дальше буду решать, собственно, ехать в клинику за ними. Милюшечка. Сейчас температура поднялась, у них сейчас кололи опять. Роза уже домой собралась. Да, Роз? Вытаскивали, чтобы переставить, ей сейчас плазму от Руфи докапывают. Вот. Она опять блеванула, мы вытирать, и она залезла в переноску домой. Говорит, хочу. Да, малышечка, сейчас поедем. Ну, завтра опять придется сюда вернуться. Да. Надеюсь, плазма ей поможет. Ну, температура, это, как показала прошлая практика, это хорошо. Температуру можно сбить. Хуже, когда температуры нет, когда ее приходится поднимать. Значит, организм борется.